Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад, пасьянс, неожиданности и сюрпризы сентября. Давайте узнаем, что подскажут карты. Сентябрь месяц первых дней за счет периода большой ретроградности, когда у нас сразу несколько планет оказываются в ретро-движении, в обратном движении. И пусть это называется оптическая иллюзия, но человечество подметило именно в этот период как раз к нам и возвращаются какие-то вопросы нами, может быть, нерешенные, или то, что мы можем пересмотреть. И мы, к примеру, можем и планетарно, кстати, пересматривать вопросы по брачным контрактам, по контрактам, связанным с работой, или какие-то соглашения, договоренности, то, что мы оформляем документально, то, что где-то идет по букве закона. Может быть, и какая-то история личная тоже была не закончена и не был произведен какой-то важный разговор. Вот мы сумеем со всеми договориться, если мы вынуждены продолжать отношения. Поэтому я решила этот расклад сделать чуточку раньше. Обычно я делаю это ближе к середине месяца. Ну, а вот как раз чуть позже, через неделю, я уже еще один расклад события до конца месяца создам. Такой пасьянс именно на неожиданности и сюрпризы. И у нас новый пасьянс, мои дорогие. Я сделала карты чуть больше, чтобы было видно лучше. При этом мы будем реалистами, любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но будем смотреть, что же нам расскажут карты. После мы дополним на колоде Таро. Может быть, сферы жизни где-то может проиграться. Или то, что вы чувствуете. Как это будет в психоэмоциональном плане. И давайте будем добрее сами к себе. И весь наш расклад рассматривать с позиции позитивной психологии. Жизнь не бывает полностью предсказуема. И любой расклад – это лишь одно из тысячи предположений или вариантов. Все зависит от вас. И главное, наверное, что может проиграться для весов, если вы сами просто сидите, чего-то ждете. Ничего можно не дождаться. В первую очередь именно какая-то активность для весов. Какой-то ваш план, как будто вы можете реализовать. И правда, я оставлю ссылки в описании под видео. Перейдите, прочитайте, как и на моем сайте гороскопы, так и, может быть, видео более тематическое. У меня совершенно разные есть видео. Ведь на этом не заканчивается. У нас эпоха перемен, увы, продолжается. Пока с вами говорю, достаю карты пасьянса и рассматриваю, что у вас совпало. И вот смотрите, открытый ключ, открытый путь, ключ. Поэтому нет каких-то преград в том или ином вопросе. Для кого-то это могут быть, допустим, оформление документов по части вашей поездки или переезда. Может быть, прежде были какие-то процессы, которые стопорили, что-то было закрыто. То вот здесь теперь открытый путь. Для кого-то это более так масштабно, глобально, когда вы хотите какой-то свой проект реализовать. И будете делать первые шаги, как будто уже все готово. Ключ в ваших руках, мои дорогие весы, помните об этом. И как вы, куда направите словно свой корабль, своей удачи, своей мечты. Мечта – это очень важно. Туда он и поплывет. По крайней мере, уже с первых дней сентября, судя по пасьянсу, у нас есть такая возможность. Понятно, что мы будем реалистами. Но действительно, в направлении вы какое-то меняете, значение компаса. Вы можете изменить даже это направление. Может быть, вы, если по части, к примеру, собирались переезжать в одну местность, здесь вы можете пересмотреть с учетом каких-то особенностей, обстоятельств или ситуаций. Или, может быть, какая-то сфера вашей деятельности. Может быть, даже вы специалист в своей области. Но работали вы всегда в какой-то одной отрасли. А тут можете обнаружить, что именно ваша профессия востребована в какой-то другой. И здесь тоже это может выражаться как смена направлений. Много профессий, которые мы можем применить в разных сферах жизни или в разных областях именно деятельности. И вместе с тем где-то быть внимательным, осторожным, обратить внимание как раз на здоровье. Карта не говорит, что мы болеем, нет. Я специально создала это значение, вот такой, рука держит чемоданчик, для того, чтобы
Ну, если выпадает действительно таковое, чтобы вопросы профилактики как минимум уделили вы им внимание, или для тех будет актуально, кто действительно чувствует, ну, вот недомогание, или беспокоит вас что-то, тогда нужно идти к врачам, а не додумывать, мои дорогие. Одним словом, уделите внимание здоровью, как и с целью профилактики болезней, так уж и тем более не занимайте выжидательную позицию из расчета «само пройдет». Нет, давайте пусть лучше специалист разберется. Поверьте, только объективно врач может оценить ваше состояние самочувствия, здоровья, что есть на самом деле. Может быть, обследование пройти. Для кого-то может быть стоматолог. Не самый приятный доктор, будем говорить. И чего греха таить. Мы часто откладываем такие визиты. Но вот тогда время пришло идти. Для кого-то может быть красота буквально. Это тоже своего рода здоровье. Наш внешний вид, ваш имидж. И кто-то может отправиться как раз укреплять его, улучшать. И как через здоровье, красоту, ну и где-то имидж, следовательно. Смотрю, что у вас еще совпало. Пока не вижу совпадений, но идем дальше. Наверное, емкое значение ключа, то, что это как открытый путь, нет ничего невозможного для вас, мои дорогие весы. Но вот по части совпадения, это правда, не так и много. У вас сходится, кстати, подарок. Это как дар. Но если мы говорим открытый путь, то есть какие-то возможности точно открываются, но есть и что-то более такое материальное, как повод для радости. Может быть, сама по себе и возможность, а может быть и приятный какой-то сюрприз, я этого тоже не могу отрицать. Смотрю, что еще у вас совпало. И просмотрев все более внимательно, я не вижу, мои дорогие весы, больше совпадений. Вот очень странно. Достаточно много совпадений. Это я сужу по знакам зодиака, для которых я уже сделала видео. Ну, пока мы будем говорить, я буду еще досматривать. Но чтобы подвести итог, у вас совпал именно компас. У кого-то может быть и правда какая-то поездка с учетом ключа, какая-то очень далекая поездка в какое-то, может быть, и в другую страну. Или какие-то вы будете перед собой. Все зависит, конечно, от тут будет у каждого по-своему. Но коль компас нам выпал с первых карт, это значит, для вас будет важно поставить перед собой цель. Понятно, собой не рисковать. То есть, когда вы куда-то перемещаетесь, будьте очень внимательны. Это так, на всякий случай. Но, по сути ведь, посмотрите, ключ, открытый путь и подарок, значит, у вас что-то получится осуществить. Будет какая-то радость, будет какой-то сюрприз. Ладно, давайте мы достанем 3 карты на колоде Таро. И пусть нам карты пояснят, чего это может касаться. Неожиданности для весов. Какое-то важное решение. Вот он, этот компас. И тут жезлов это один еще. Только жезл. Но это где-то и решение, но это еще и решимость. Да, в этой колоде карт нет действий, кстати. Но, видимо, то, что вы хотите осуществить, карты говорят,
Для себя может быть какое-то предложение, или это может поступить какая-то новость, иногда это информация, когда вы начнете что-то либо передумывать или рассматривать какой-то альтернативный новый вариант. И это может касаться в любой сфере жизни. У кого-то это будет связано с работой, а у кого-то, может быть, с перемещениями, поездкой или далекой дорогой. Может быть, кстати, и приезд человека к вам. И тогда какие-то, если что-либо планировалось, для кого это актуально, значит, тогда человек может привести вам некоторые новости, подарки где-то, может быть, какая-то важная встреча у вас совпадет, и от этого будет принято какое-то решение. Давайте еще. Неожиданности. И что дальше? Еще нам карта скорости. Тут может от вашего решения, либо от информации, услышанной новости, словно убыстряться могут события. Ведь это карта драйва. И по этой карте мы чего-то не можем отложить на потом. Поэтому для вас может с первых чисел месяца словно закружить как какое-то событие или какие-то обстоятельства. Такое тоже могу предположить. Не рискуйте собой, напоминаю. Но по 8 жезлов, с одной стороны, пусть не в этой колоде, но есть и все же каждая колода имеет немножко свою трактовку. Но в одной из колод есть такое значение – трансформация. И мы набираем темп. То есть мы не можем чего-то отложить на потом, иначе мы упустим время. И вот, мои дорогие весы, может быть, у вас будет мало времени подумать, и быстро придется принимать какое-то важное решение. И это будет неожиданность. И где-то глаза словно разбежались по 7 кубков, может быть, и захочется притормозить, но карта нам говорит, перед тобой как раз открываются какие-то возможности. Ты сейчас не решишь. Тебе нужно что-то одно, основное, которое эти возможности как раз и откроет. Вы можете не видеть, как будут дальше развиваться или сложатся обстоятельства, или словно как будут дела в какой-то другой местности, как вы, может быть, обустроитесь, или как пойдут дела на новом месте работы, предположим, или как будут идти какие-то отношения. Но по этой карте я так вижу, что, скорее всего, мы с чем-то должны согласиться. Давайте я достану карту совет к неожиданностям. Как тут действовать? Старший аркан умеренности. И по умеренности это действительно как, ну, считайте, как знак свыше, может быть. Или, правда, как подарок, возможность, которую нельзя упускать. И это не значит, что на 100% будет все ровно так идти, как вы хотите. Нет. Это именно возможность. Дальнейший какой-то прогресс вы пойдете по ситуации. Но ты как будто не должен чего-то упустить. Да, умеренность предполагает, что мы, ну, в некоторых вопросах действуем очень рационально. Не должно быть, самое главное, никаких эмоций. Вам придется что-то обдумывать. И вот из этого огненного жезла перейти плавно вот в этот аркан умеренности и, может быть, обустроить свою жизнь как-то по-новому. Что-то вы будете организовывать, это точно. И делать это нужно продуманно, учитывая, что вы хотите в конечном итоге получить и ту реальность, в которой вы находитесь. Давайте мы достанем карту сюрприз. Сюрпризы, точнее. Еще один туз. Но от какого-то решения вам не уйти. Может быть, это и будет через, повторяюсь, информацию или какое-то предложение, или услышанную вами новость. Но это как выход из лабиринта. Прежде мы не знали или блуждали словно в потемках, или находились в какой-то паутине мысли. Может быть, это были отношения, которые тоже были мутно непонятны. Вот что-то у вас здесь проясняется. Может быть, кстати, вы от чего-то и откажетесь. Потому что все-таки туз мечей, он обоюдоострый. И вот это одно какое-то направление предусматривает, что значит что-то другое будет словно отрезано, нивелировано. Или отказано, может быть, и кому-то. Сюрпризы для весов. Но вы можете в то же время, вам дают какой-то подарок, сюрприз или какая-то возможность. Вы можете себя оставить без сюрпризов, если просто так вот заскучаете тихо в уголке или не будете открыты тем возможностям, которые приходят на ваш порог. Или займете позицию такую выжидательную. По аркану ведь умеренности мы можем. Мы можем расслабиться. Или в тот момент, когда нам нужно как раз очень рационально мыслить,
И набирать этот самый темп нам, в принципе, может показаться, да вообще все хорошо, дай-ка я посижу еще, подожду, как разовьются события, а потом решу. И это неплохо, но решать-то нужно по части конкретного вопроса, что-то конструктивно. Но вот это ожидание, оно бывает разным. Иногда это пустые какие-то надежды, а иногда ожидание– это когда, ну, к примеру, мы оформляем документы, а там присутствует в учреждении определенный регламент, и подождать придется. Поэтому вот ожидание это вы так фильтруйте, чтобы не было пустым именно ожиданием. Иначе ничего не поменяется. От вашей решимости, правда, и решений будет зависеть многое. Сюрпризы вы можете, понимаете, закрыть в прошлое дверь. И даже не оборачиваться. Может быть, это касается и отношений, которые жалко терять. Может быть так. Но что-то, значит, не может быть продолжено. И карты нам сказали, от того, как ты возьмешь этот ключ в руки, от того, как ты будешь готов или будешь открыт как и миру, так и возможностям, от того, как ты будешь расширять свой собственный горизонт видения или ну, рассмотришь какие-то альтернативные события, или будешь чему-то обучаться, или допустишь, что жизнь не бывает предсказуема полностью. Насколько в тебе решимости этой хватит, будет напрямую зависеть ваше качество жизни. И как раз по качеству тут есть возможность что-то изменить кардинально, уйти вот от этой бездвижности или вот от этой темно-мутной десятки мечей, когда тело нам показано уже даже не человек, какая-то прошлая ситуация очень грустно, жесткая, может быть, была, у кого-то с предательством связана, у кого-то с разрушениями, которые вот все же меня смотрят люди из разных стран, которые действительно, это обстановка, что-то вокруг вас происходит, и это становится небезопасным. И тут нечего выжидать. Вы ничего не дождетесь. Вы себя можете только повергнуть в опасности, и про качество жизни тут сложно говорить. Вот посмотрите, карта апатии, и дальше у нас десятка мечей. Но чтобы чего-то не произошло, как сюрприз будет вам дана какая-то возможность. А вы как будто можете сидеть и думать. Чтобы увидеть эту возможность, здесь ведь тоже, повторюсь, нужно не пребывать в каком-то гордом одиночестве. Тут какой-то прогресс именно начинается с того, что вы поступаете или что-то делаете совершенно по-другому. Да, может быть, у кого-то есть и элемент риска. Я не могу этого исключить. Значит, держите руку на пульсе буквально. Но отказываться от каких-то новых возможностей точно нельзя, мои дорогие весы. Совет от карт. Ну вот, наверное, как рыцарь мечей. С одной стороны, никому ничего не доказывать, это да. Вы можете действительно столкнуться с человеком, который приходит буквально на ваш порог или, может быть, в учреждении, в организации вас сталкивает судьба с подобным персонажем. Кто-то вам может, с одной стороны, выдвигать какую-то идею, и надо ее обязательно перепроверить, потому что та пафосность, которая она может быть подана, и в реальности не иметь, тем не менее, никакой основы. Поэтому мы не должны увлечься тем проектом, который выглядит очень красиво, но ведет никуда. И с другой стороны, мы не должны, если люди будут вести себя странно в этот период, если вы столкнетесь наоборот, вот есть такое значение бунтарь без причины. Так вот, если вы с подобным кем-то сталкиваетесь, не поднимайте перчатку, не участвуйте в каком-то конфликте. Но в положительном значении эта карта тоже где-то в вашей, может быть, все же эта карта совет активности. И самое главное, правда и ничего, кроме правды. Ваша, наверное, задача, мои дорогие весы, как и не соскользнуть в какую-то апатию или глубокую философию, так и не надеть розовые очки. Именно все время контролировать, что происходит вокруг вас, правильно оценивать ваши возможности и не забывать о ваших намерениях и целях. Тогда из этого и выйдет, наверное, что-то прекрасное. Дайте еще одну карту совет. Вообще ведь обе карты – это ваш знак зодиака, и неважно, кто меня смотрит. Девочки или мужчины. Король мечей – это тот человек, который более чем рационален. Это тот, который вообще исключает всяческие эмоции. Это тот, который, или карта, которая олицетворяет высокие должности или людей, которые занимают высокий пост.
или тех, которые готовы принимать важные решения, брать ответственность, и те, которые делают что-то, ну вот, то, что положено по закону, потому что проходят у нас и юристы, и адвокаты, проходят, кстати, врачи и люди в форме. Поэтому вы можете где-то с таким человеком как столкнуться, и не должно быть противоречий с законом. Если вы что-то планируете, значит, у вас все должно, ну, где-то быть по регламенту тоже. Против закона мы не идем. Поэтому и требуется от вас что-то просчитывать. Себя не подвергать риску. Ведь это пусть иносказательно, но тем не менее. По законам тоже. Не сделать ничего такого из надежды на авось, что потом как-то разберется. Нет, надо разбираться на берегу сразу. И я сказала, это ваш знак зодиака, ваша сильная сторона в рационализме. И, видимо, мои дорогие весы, именно в сентябре, первые числа, первые недели, месяца, вот будьте таким рациональным человеком. Да, дипломатия, безусловно, это ваша сильная сторона, но дипломатию это мы транслируем. Но где-то в вашей душе, в вашей ментальности для вас нужно оставаться королем мечей. И даже и меня смотрят девочки, мои дорогие, 2 карты выпадают именно ваши. Значит, будьте больше, ну, где-то слушайте интуицию, не без этого. Это как вселенское знание. Что такое интуиция? Это не что иное, как интеллект, тандем интеллекта и прежнего опыта, чтобы не повторить каких-то ошибок, чтобы не пойти не туда или не за теми, которые нам что-то предлагают, чтобы себя не подвергать риску, а наоборот, осуществить какой-то свой проект, остаться довольным и уже какую-то траекторию на будущее заложить. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.